Пока можно с удовлетворением констатировать, что в результате успешных действий наших военно-космических сил, в результате успешной деятельности нашей дипломатии события развиваются в хорошем, желательном для нас и для сирийцев направлении. Но, правда, некоторые сожалеют, что можно было бы назначить это перемирие и попозже, потому что назначили это как раз тогда, когда сирийские силы и с помощью там тех, кто им помогает, ну немножко Хизбалла, немножко там Иран, были на взлете, освобождали города, населенные пункты. Но тем не менее, все равно это является нашим достижением. Мы всегда стремились к политическому регулированию России вместе с Сирией и к прекращению прекратить пролитие крови, к восстановлению мирной жизни. И поэтому вот вчера Лавров встречался с представительницей патриотической оппозиции Ранда Кассис. Они там говорили о том, что желательно, чтобы это перемирие продолжилось как можно дольше, а если бы можно, то и чтобы вообще бы оно не прекращалось. Но показательно, что Лавров именно выбрал для беседы представительницу патриотической оппозиции, которая вот будет в Женеве участвовать в межсирийском диалоге, женщину, поскольку женщины наиболее страдают в Сирии, они теряют детей, они теряют своих мужей, и им особенно трудно переносить тяготы войны. Ну а как дальше будет развиваться? Во-первых, близятся парламентские выборы, и никто не может бросить камень в огород Башара Асада, что почему во время войны, ну вот по Конституции, которая действует пока, они должны проходить сейчас. И они будут проходить, это подтверждение суверенитета Сирии, подтверждение тому, что Сирия следует своей Конституции. Дальше, может быть, Конституция будет пересмотрена, может быть, будут и новые парламентские выборы, никто не исключает. Речь о президенте, о Башаре Асаде тоже раньше, чем через 18 месяцев не пойдет. И я лично хочу выразить уверенность, как занимающийся почти всю жизнь Сирией, что все завершится тем, что Сирия останется светским государством с сохранением прав и свобод для всех этнических и конфессиональных групп и будет способствовать стабилизации на всем Ближнем Востоке и по-прежнему будет выступать принципиально за решение палестинской проблемы, которая является ключом или причиной всех тех трагедий, всего того кровавого хаоса, который происходит в этом регионе. За 5 лет все уже должны были убедиться, что и армия, хотя она состоит на 80% из суннитов, как население, верна президенту, и народ президента поддерживает, и пора уже прекратить надеяться врагам Сирии, а значит и врагам России, что Башар Асад вот-вот падет. Не будет этого, это будет решать сирийский народ.